Спасибо, что вы с нами. Спасибо большое, что нашли время. Вы же противник Путина. Вы многие годы против Путина. Из-за других конфликтов на Ближнем Востоке у вас непорицаемая репутация антипутиниста. Спасибо, что с этого начали. Давайте это окончательно проясним. Во время арабской весны, особенно событий в Сирии, есть куча видео со мной, где я говорю о Путине в терминах, которых люди бы хотели, чтобы я и сегодня продолжал говорить. Никто не может меня обвинить в близости к Путину. Найдите эти видео. Я критиковал Путина на гораздо большую аудиторию, чем составляют сегодня мои критики. Но это Путин. Есть большая разница с тем, что я думаю про Украину. Я полагаю, мы все в тисках пропаганды. Под давлением жесткой пропаганды, государственной пропаганды. Какие вопросы, что происходит? Тут чистое добро бьется с чистым злом, а тех, кто чуть сомневается, тут же записывают в апологеты Путина. Если бы это и правда была война за принципы, я бы с удовольствием в это поверил. Свобода против тирании, белое против черного и все такое. Но тогда что за дело нашим лидерам до парня, управляющего Украиной, диктатора, который запретил всю оппозицию? Зачем им это? Вот точно. И прежде всего я не верю, что это война за принципы. Это не причина, почему так впряглись наши лидеры. Мы принципиально поддерживаем, конечно, украинский народ, это да. Но мы должны задать вот такой вопрос. У нас тут страна, во главе которой человек, про которого писали Axios, The Guardian, Atlantic Council, все они сообщали, что Зеленский хоть и разыгрывает антикоррупционную карту, но согласно панамским документам и прочим утечкам, он спрятал свои миллионы в офшорах, как и все коррумпированные олигархи. И перед началом заварухи все знали, что он коррумпирован. А на прошлой неделе мы все узнали, что он запретил 11 оппозиционных партий. На этой стадии он запретил, среди прочих, и вторую по численности партию в его парламенте. В то время как нацисты, я подчеркиваю, это не неонацисты, потому что это настоящие нацисты. Они никакие не нео. Они воплощение нацистов, как мы их знаем и изучали их в истории. Бандера, человек, которому не поклоняются, был просто обычным нацистом. Они сделали его национальным героем и иконой. Нацисты на Украине не запрещены Зеленским. И это очень интересно. Зеленского прославляют как икону демократии. Он бьется за свободу, демократию и наш образ жизни. А он запрещает оппозицию, контролирует все медиа в стране, но отказывается запрещать нацистов. Он инкорпорировал нацистов в свое государство. Например, нацистский Азов — это национальная гвардия теперь. Но люди скажут, да в каждой стране есть расисты. Но тут верна другая аналогия. Представьте, в Америке Ку-Клукс-клан формирует военные части прямо в армии США. Со всей там свастикой и прочей атрибутикой. А это вот и есть в украинской армии. Вы мне возразите, а что делать? Ведь Путин напал, а они с ним сражаются. Но и этот аргумент абсолютно абсурден. Давайте лучше аналогию с Сирией. Брать в союзники нацистов против Путина — это такой же абсурд, как в Сирии брать в союзники ИГИЛ, чтобы победить Путина. Это вооруженные до зубов экстремисты. Это настоящие террористы. У нас не было моральных трудностей признать, что Асад диктатор. Путин поддержал Асада, это неправильно. Но люди, которые против них, они джихадисты, они еще хуже. Почему нам так трудно понять, что то же самое с Украиной? И сохранить нашу и вашу страну свободными. Если вы за свободу на Украине, то нельзя затыкать тех, кто задает вопросы, и наказывать тех, кто говорит правду. Это ж так просто. Вы говорите правду, я вам благодарен, успехов вам. Маджид, на вас спасибо. Для вас перевел и озвучил Андрей Бочаров. Подписывайтесь. Россия победит. Россия всегда победит.